относительно Трампа. Слушайте, еще на прошлой неделе обсуждали, что Опра Уинфри даже победила его в рейтинге потенциальных президентов. Никакого значения нет. Второе. Демократы внесли сейчас и, скорее всего, проведут в Конгрессе решение о том, что без администрации Трампа будут рассматриваться санкции. А теперь, по сути дела, строить версии относительно того, демократы, что там делают, провести в Конгрессе. никого из вас не перебил. Интересно. Итак, версии строить относительно того, что там делают главы ближайшие для Путина спецслужб, так называемые силовики, ФСБ, СВР, ГРУ, ГШ, Министерство обороны, там всегда двойное и тройное дно. Вы же отлично понимаете. Версии, скорее всего, здесь по разведпризнакам нужно понимать. Что происходило в 2014 году во время Крыма? Примерно то же самое. Те же самые организации принимали участие в том, что мы называли зелеными человечками, вежливыми людьми и так далее. То, что делает лично Путин, о чем я говорил. Иными словами, это договорняк лично Путина и лично Трампа. По большому счету, все санкции, которые не оказали влияния на российскую экономику, но отделили Путин равно Россия, элита – это вороватая элита, сыграли на Путина, в том числе и на его сегодняшний рейтинг. То, что произошло сейчас, на мой взгляд, нахождение там этих лиц, основных лиц силовиков. Они уже вернулись, Никита Олегович. Не нервируйте Путин, американцев. Все уже дома, все в порядке. Это было на прошлой неделе. Говорит о том, что данный список олигархов и чиновников в интересах Путина, который, скорее всего, планирует провести реформу, серьезнейшую реформу, в том числе и вашей Государственной Думы, политической и экономической системы Российской Федерации. Как можно Государственной Думы реформу провести, если мы выбираем Государственную Думу? Да распустить надо эту Государственную Думу непонятную. Давно уже. И правительство нужно направлять в отставку. Ой, Господи, нет депутатов в Государственной Думе в списке друзей Путина. Путин получает право, секундочку, пожалуйста. Путин получает право на политическую волю, которую от него ждут. Он действительно не способен был это сделать здесь внутри, своими руками. Потому что мы, к сожалению, за 25 лет вашего правления превратились в маленькую региональную державу. На секунду, я вас перебью. Не смог сделать своими руками, делает руками Трампа. Вы об этом, Никита Олегович. О чем вы сейчас? В экономику 1,5%. Невозможность влиять на даже постсоветское пространство. И для этого нужно заручиться поддержкой сильными мира сего. Мы держим там деньги этих олигархов, а вы их сейчас защищаете. И поэтому Путин руками силовиков сейчас договаривается с Трампом, который определенным образом усилился. Вы правильно говорите. И делать ставку сейчас на Трампа правильно. И, возможно, те самые истории с хакерами мы сейчас не будем разбирать. И действительно, Трамп наш. Потому что Путин, возможно, здесь играет в долгую. В связи с этим, нахождение этих людей там – это переговорный процесс Путина с силовиками от Трампа. Главный вывод – Трамп наш. Слава Богу. Мы уже в какой-то момент начали нервничать. Очень хорошо, что вы назвали, что санкции к российской экономике. Потому что российская экономика – это вот эти люди. Это частные деньги этих людей. И они их никогда не вернут. Что вы врете, когда говорите, что деньги возвращаются? Вы 3 года назад приняли закон о деофшоризации и амнистии капитала. За это время вернули 3 миллиарда долларов из 1,5 триллионов. По-другому эти деньги они не вернут. Относительно того, что $1 миллиард они потеряли. Друзья мои, это обычные котировки на фондовой это колебания, да. Есть Amazon, такая. Facebook за день теряет 50 миллиардов долларов и получает больше. Вы говорите о том, что мы потеряли контракты Рособоронэкспорта. Мизерная доля, 15 миллиардов долларов Рособоронэкспорта. А почему теряем? Потому что мы теряем политическое влияние. Потому что экспорт вооружения – это только политическое влияние. Что мы делаем с этими людьми? Эти люди уехали из страны. Путин видит, как они уезжают. Батурина, пожалуйста, в этом списке. Взяла 3,5 миллиардов долларов под названием Лужков. Переехала в Австрию, накупила гостиниц, которые в 10 раз упали в цене. Не умеют они вести бизнес, кроме как сидеть у кормушки. 18 лет, а кто и 25, а кто 30. Сидит у кормушки. А вы их сейчас сидите защищаете. Российская экономика – это вот эти олигархи. И это позор. Поэтому эти деньги нужно вынимать. Если мы говорим о том, что Россия должна заниматься своей экономикой. И для этого нужна как раз политическая воля. Завтра эти деньги они получат обратно.
Что? Господин Исаев. Ну, казнить, видимо, всех, кто оказался в предлагаете, санкционном что вы списке. хотели, Давайте прервемся ненадолго на рекламу.